Друзья, всем привет! С вами канал Power Device, и сейчас мы будем разговаривать о всех Android смартфонах, а точнее о системе Android, о новых фишках, виджете и отключении отслеживания за вашим телефоном. Обязательно просматривайте ролик до самого конца, все действия здесь будут связаны, потом поймете почему, начиная от виджета и заканчивая новой функцией отслеживания, которую мы отключим. Итак, друзья, если вы смотрите мой канал, то скорее всего у вас Android смартфон. Тогда удержите на рабочем столе, либо просто сделайте щипок, зайдите в основные виджеты, пройдите чуть ниже и найдите вкладку Google. Здесь у вас должно быть 3 виджета. Вот этот средний виджет нам и нужен. Если я добавлю его на рабочий стол, то он отобразится вот так. Но компания Google данный виджет стала обновлять. Теперь он выглядит таким образом, и вы можете сделать так же на своем телефоне. К слову говоря, на данном виджете вот в этой области можно менять цвет. Чуть дальше расскажу, как это сделать. Также его можно превратить в капсульный, вот так. Но сперва давайте загрузим его на свои смартфоны. Для этого зайдем в Play Market. В поиске пишем запрос Google и находим вот такое основное приложение от Google. Заходим в него. Вот на этом смартфоне Realme приложение уже обновилось, там и был виджет. Сейчас я его обновлю на этом смартфоне, бюджетнике Akitel. Нажимаю «Обновить». Приложение обновилось, спускаемся еще немного ниже. И здесь вы можете стать участником бета-тестирования. Сразу скажу, участие в бета-программе на виджет никак не влияет. Если хотите, можете в нее вступить. Я, конечно же, вступил, чтобы получать новые фишки одним из первых. Также, возможно, на момент просмотра видео бета-тестирование уже будет закрыто, так как они наберут достаточное количество людей. Двигаемся дальше. После обновления приложения можно его свернуть либо закрыть. Удерживаем на главном экране виджеты. Находим пункт Google, и у нас должен появиться данный виджет. Нажимаем на него. Выбираем тот, который нам нужен. Полупрозрачный, прозрачный или непрозрачный. Я выбираю полупрозрачный. Друзья, отмечу, что данное обновление появляется даже на таких бюджетниках, как Akitel. Здесь я уже при вас обновил данное приложение. Нахожу вкладку Google. Добавляю данный виджет. Изначально он здесь выглядит так. Но когда я его добавляю, появляется нужный виджет. Также отмечу, что если сразу он у вас не появился, просто перезагрузите свое устройство. После этого должен появиться. Теперь, друзья, поговорим об изменении виджета. Чтобы менять его форму, удержите на нем, немного подвигайте его. И теперь вы сможете поменять его форму, например, на капсульную. Также здесь можно нажать 3 точки, настройки, и если вдруг у вас не показывает погоду, нажмите местоположение, включите его, местоположение обнаружится, а потом можете его отключить. И поставьте галочку «Информация о погоде». Теперь, друзья, об изменении цвета. Смотрите, какой у меня цвет. Пожалуй, сделаю зеленым. Или цвета хаки. А возможно, фиолетовым. Друзья, на самом деле менять цвет позволяет Android 12 и Android 13. С помощью вот этого приложения Painter. В предыдущих роликах я показывал, как пользоваться этим приложением. Оно также меняет цвет, например, в вашей звонилке. Ссылку на это видео, где вы сможете скачать Repainter и как им пользоваться, оставлю внизу в описании под этим роликом. Итак, с виджетом мы более-менее разобрались. Теперь идем далее. Новые настройки отслеживания в современных Android. Расскажу, как их отключить. Итак, помните в начале, что я говорил, вам нужно обновить приложение Google. Так вот, помимо приложения Google, зайдите в настройки. На Xiaomi это состояние защиты, обновление системы через Google Play. И проверьте, установлен ли у вас последний патч. Если что, нажмите «Скачать» и «Установить». Это есть на всех Android смартфонах. Например, на Realme нужно зайти в настройки, пароль и безопасность, безопасность системы, обновление через Google Play. Также скачать и установить. Перезапускаем ваш телефон. Теперь после перезагрузки смартфона нам нужно зайти в приложение Activity Launcher. Если вдруг у вас еще нет данного приложения, скачать вы его сможете в моем Telegram. Ссылку также оставлю в описании под этим видео. Здесь нажимаем «Поиск», пишем Google, клавиатуру закрываем и двигаемся немного вниз, примерно до середины.
Нам нужно найти вкладку «Система Android». Открываем ее. Заходим на первую ссылку. После недавних обновлений появились новые функции. Доступны новые функции для обеспечения конфиденциальности в рекламе. У пользователей Android будет больше возможностей ограничить доступ приложений, используемых для персонализации рекламы. Итак, как же это все настроить? Отсюда делаем шаг назад и заходим в третью строку. Раз, два, три. Реклама, предлагаемая приложениями. Приложения, которые вы используете, могут определять ваши интересы и предлагать рекламу в других приложениях. Разрешить приложениям предлагать рекламу. Отключаем эту галочку. Отсюда делаем шаг назад, спускаемся в самый низ и находим две последние вкладки. Заходим в предпоследнюю. Оценка эффективности рекламы. Приложения и рекламодатели могут запрашивать у Android информацию, которая помогает им определить эффективность своей рекламы. То есть Android с помощью этой галочки собирает у вас рекламу. Ее нужно отключить. А здесь я нажимаю «Сбросить данные оценки эффективности рекламы». Шагаем назад. Заходим в последнюю строчку. Темы объявлений. Можете все это прочитать, это также связано с настройками отслеживания на вашем телефоне от компании Google. Google за вами следят. Снимаем эту галочку. Шагаем назад. И теперь внимание, друзья. Здесь на третьей строчке галочка снята. На последних двух тоже снята. Теперь после снятия всех галочек заходить больше здесь никуда не нужно. Это важно. Смотрите, если мы, например, зайдем снова в первую строчку вот сюда, то это все опять запустится. Захожу теперь в третью строчку, галочка сама активировалась. Также и внизу. В общем, думаю, вы поняли. Заходим только в третью строчку и в две последние. После этого закрываем Activity Launcher. Друзья, не забудьте подписаться на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие интересные ролики. Также подписывайтесь на мой Telegram, там много интересных файлов. Всем только качественных девайсов и правильных настроек. Пока!